Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто или что на пороге у вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим. Сигнификация. Ой, какой же вы таинственный товарищ. Вы не такой простой. Смотрите, помимо того, что у вас очень хорошая интуиция, да, вот сразу же у нас выпала карта, которая нам говорит о том, что у вас помимо интуиции есть еще и способности к эзотерике, да. У кого-то это могут быть какие-то экстрасенсорные наклонности, у кого-то способности к таро, к рунам, да, но опять же, у кого как проиграется. Но по какой-то причине вы этим особо не занимаетесь. Нет, вам, во-первых, некогда, потому что работа, да, слишком много забот, хлопоты. Вам не до этого. Вот я бы сказала, что эзотерика это больше ваш досуг, да? Вот даже видео вы смотрите, это больше для вас какое-то развлечение, досуг, психотерапия, да, успокоение. Вы понимаете, что это общий расклад, что-то срезонирует, что-то не очень, у кого-то может вообще не срезонировать, но тем не менее вам нравится смотреть видео, потому что что-то вы почерпаете, да, оттуда. Кто-то, может быть, я не знаю, там еще для себя какие-то знания берет по той же психологии, взаимоотношениях и так далее. Кстати, напишите в комментариях, мне интересно даже просто такой маленький опрос сделать. Вот с какой целью вы смотрите таро-расклады, да? Ну вот даже мой канал. Вот так, честно, ребят, вот с какой целью, да? Я понимаю, кому-то там мой голос нравится, мне очень приятно, вы пишете, что я вас убаюкиваю в каком-то смысле. Вот с какой целью вы смотрите, для чего вы смотрите расклады, что они вам дают, да? Далее погнали. Вы человек, который, живете исключительно прошлым. Вот что бы вы ни говорили, вы живете воспоминаниями. Вы, возможно, тоскуете по тем временам, когда все было хорошо. Кто-то тоскует по родителям, которые, может быть, ушли уже, которых нет. Кто-то тоскует по детях, которых либо же не видит, либо очень редко видит. Да? По тем временам тоскуете, когда вы были, возможно, в детстве, в юности. Да? Ну, то есть вы любите, пострадать, повспоминать, так скажем. Но это такие ностальгические нотки, они, в принципе, многим людям присущи, но у вас они очень ярко выражены, частенько вы можете окунаться в мир воспоминаний. Вы человек, который очень не любит лжи и обмана. Вы этого никогда не будете терпеть. Если вы в своем окружении видите, либо же понимаете, чувствуете каким-то образом, да, может быть, даже кого-то так прощупываете, проверяете, человек, если вам покажется хоть немножечко лживым, да, неискренним, вы никогда не будете не дружить с такими, вы никогда не будете терпеть женского обмана, да, вы не потерпите ложь ни в каком виде. Вы просто прощаетесь с таким человеком. Напишите в комментариях, это очень важно, если такой момент. Но в то же время, вот смотрите, да, казалось бы, у вас есть некая такая мужская жесткость. Я не могу сказать, что из вас прям можно вить веревки и завязывать бантиком. Нет, конечно же. У вас есть характер, который вы периодически показываете окружающим. Вы можете и повысить голос, если того требует ситуация. Вы можете и постучать кулаком по столу. Вы можете, по-разному отреагировать. Кто-то даже может проиграться, вспыльчивый характер имеет. То есть вы вспыльчивый, но отходчивый. Но в то же время, несмотря на вашу какую-то такую строгость, серьезность, у вас есть, такая некая неуверенность в себе. Давайте уточним, чего она касается. Вот чего она касается. Но это семья, отношения.
Семья, отношения, женщины, да, вот здесь вы порой теряетесь. Особенно, когда вы влюбляетесь, вы теряетесь. Вы становитесь здесь, ну, таким ручным, что ли, вот с любимой женщиной в семье вы становитесь ручным. Но, к сожалению, как-то вот повелось уж по жизни, что вам попадаются все чаще, все больше такие снежные королевы, которых вы, ну, на дух не переносите. Вообще по жизни вы не любите холодных женщин, я это имею в виду. Но вам попадаются, ну, конечно же, поначалу она была другая, ваша снежная королева, да? Мы не будем вникать, почему она такой стала, но по факту, да, вот, ну, снежные королевы вас окружали. У кого-то может быть даже не один брак и исход один и тот же, да, вот такие вот женщины, ну, не очень хорошие, назовем их так. Я вам скажу, что ситуация в вашей жизни в скором времени, в принципе, поменяется. Я не буду сейчас углубляться. Просто вот если вы больше ностальгировали, да, в скором времени вы начнете смотреть в будущее. Произойдут какие-то кардинальные перемены в вашей жизни, и вы начнете активно мечтать о будущем, строить планы на будущее. И совершенно поменяется ваше такое вот внутреннее ощущение даже. Вы себя очень любите накручивать. Да, здесь однозначно проигрывается любовный треугольник. Здесь проигрывается ситуация, когда очень длительные страдания были после разрыва, да, вот вы пережили, ну, такую дичайшую просто сердечную боль, что у кого-то реально могла, ну, подкачать сердечно-сосудистая система. Может быть, кто-то на грани инфаркта был, может быть, кто-то пережил, да, вот в больницу попали. Здесь была дикая боль. Кто-то сейчас находится в этой боли, да, у кого недавний такой развод. Но я вам скажу, что несмотря на то, что сейчас я не вижу у вас любимой женщины, ну так, по-настоящему любимой, я вам скажу, что в вашу жизнь придет новая любовь. Вот мы сейчас смотрим, да, вот у нас расклад, кто или что на пороге. В вашу жизнь придет новая любовь, которую вы так ждете. Причем это будет любовь, ну, такая довольно судьбоносная. Это будут судьбоносные реально отношения. Это будут отношения, когда вы вместе будете, знаете, вот как будто строить дом, вот кирпичик по кирпичику. Вы настолько вот будете оба беречь эти отношения, настолько будете вкладываться с женщиной. Вам будет порой казаться, что ну так не бывает, да? Ну таких отношений не бывает. Это только в книгах и в кино такое, наверное. Здесь не будет места какому-то притворству, лицемерию, да? Но вот момент накручивания, он вас будет сопровождать и дальше. Вот опять же, как я только что сказала, что сомнения, ну так не бывает, да. Вы будете поначалу с этой женщиной вот как-то искать подвох, присматриваться. Кто-то, может быть, даже какие-то мелкие проверки будет устраивать. Ну вы просто, знаете, будете в состоянии такого легкого шока, приятного шока. Ну как же так? Где же здесь собака зарыта? Где же здесь подвох? Ну подвоха нет, ребят, это судьбоносная женщина. Вы настолько будете чувствовать себя с этой женщиной комфортно, вот вы у нас выпали даже кубковым королем, кто разбирается во Таро, знает, что это человек, который любит, человек, который любим. Это так важно, да, когда ты любишь и любим. Все, ну, обычно все люди, да, нормальные люди, ищут таких отношений, когда все взаимно. Как раз вот эти отношения вам и подарит судьба. Но опять же, даже на дне колоды у нас, да? Ну, самовынос мозга. Ребят, прекращайте баловаться. Никаких выносов мозга, никаких подозрений, негативных мыслей. Все будет в шоколаде. Далее. Что же еще у вас на пороге? Или кто? Так, давайте разбираться. Знаете, у вас начнется в скором времени такой довольно активный жизненный этап. Это касается не только любви, это касается вообще, ну как будто всей жизни, да, вот поменяется, жизнь станет более активной, появится мотивация.
Появится, но я так подозреваю, что это как раз эта женщина, которая появится в вашей жизни. Она будет, ну, такая педалька газа, так будете газовать по всем фронтам. Знаете, вот здесь проиграется даже позитив и очень такой удачный период в работе. Бизнес, может быть, у кого-то. Ну, то есть, смотрите, вот я пытаюсь так подобрать слова, чтобы вам понятно было, так по-простому рассказать, да, потому что информации очень много идет от расклада. Пытаюсь своими словами вам это все рассказать. Смотрите, даже те, кто из вас будет какие-то строить начинания, да, кто-то пойдет, может быть, на учебу, кто-то сменит работу, да, вид деятельности. Это будет очень удачный период, поэтому можете смело дерзать по работе, вкладывание денег, да, бизнес, может быть, кто-то хочет начать. Очень удачный период, очень активный. Но я вам скажу, что сразу больших денег не ждите. Это касается тех, кто, может быть, хочет начать новое дело. Вот не ждите, придется, конечно, впахивать 24/7, но потом результат вас порадует, это однозначно. Потом вы сможете уже на эти деньги немножечко расслабиться, вы подзаработаете, да, подразвиваете ваш бизнес, так скажем, и тогда все пойдет шикарно. Далее, сейчас хочу уточнить момент. Так. Среди вас есть те, кто хотел бы поменять то ли место жительства, то ли хотели бы куда-то поехать. Это может быть как на отдых, кто-то, может быть, на заработки хочет, ну, планирует поехать, да, кто-то к родственникам. Почему-то вы то ли не решаетесь, то ли оттягиваете этот момент поездки, да. Вот опять же вы себя накручиваете, но любитель себя понакручивать, это никуда не денешь. Как-то вот вы оттягиваете этот момент, но я вам скажу, что поездка будет довольно неплохая. Причем в этой поездке даже вы можете познакомиться с женщиной и неплохо провести время. Далее. Пытаюсь охватить для всех по чуть-чуть, да, вот рассказать, что же на пороге, либо кто. Потому что понимаю, что это общий расклад, да, и хотелось бы с разных ракурсов это все просмотреть. Далее, смотрите, я понимаю прекрасно, что среди вас есть товарищи, которые, ну, любят романчики, так назовем, да, которые романят. Хотя большинство из вас, конечно же, такие семейно ориентированные, но есть и те, которые любят пошалить. Смотрите, в вашей жизни появится женщина, с которой вам тоже будет казаться, что да, это очередная, это проходящая. Тем более она вам покажется, может быть, высокомерной, она может вам показаться слишком хороша для вас, чтобы переводить это в длительные отношения. Вы для себя так решите поначалу, что, ну, пороманю, да, поразвлекаюсь там, может быть, недельку, в другую. Но смотрите, большая вероятность, что вы влюбитесь в эту женщину. Это я сейчас, еще раз повторяю, говорю для тех, кто любит романы. В вашей жизни появится женщина, которую вы не будете сразу рассматривать для серьезных отношений, но вы влюбитесь. Вы будете готовы бегать за ней, как собачка, как ручной. Я понимаю, что сейчас могут камни полететь, что вы можете там писать, что да, чтобы я бегал, да никогда. Уж поверьте мне, влюбленный волк уже не хищник. И если мужчина влюбляется, он становится и ручным. Мужчина изменит свои привычки, изменит свой распорядок дня, всю жизнь изменит. Поэтому, смотрите, любители романов, большая вероятность, что ваша жизнь круто поменяется. Эта женщина еще может стать матерью ваших детей. Поэтому смотрите, шалите очень осторожно. Так, что еще? Давайте напоследок немножечко посмотрим. Давайте-ка посмотрим, наверное, еще по здоровью, да, потому что это тоже такой немаловажный аспект вашей жизни. Ну, смотрите, опять же, у нас проигрывается уже в который раз нервно-психическое состояние, очень так будет стрёмненькое, напряженное.
Больше отдыхайте, больше, может быть, смотрите каких-то спокойных, расслабляющих фильмов, передач, да, спокойную музыку, медитацию послушайте. Очень будете, ну так, стрессовать, напрягаться, да, у кого-то бессонница может быть. Я вам скажу, что здесь проигрывается еще, ну то ли это будут мигрени, да, ну головные боли, назовем их так, да. Могут быть частые, участиться головные боли, сердечко может шалить периодически. И смотрите, что еще, поясница. Поясница может тоже побаливать, особенно у тех, кто тяжело физически работает. Больше таких вот в ближайшее время кризисных моментов не вижу. Простуда, кстати, может еще проиграться. Простуда, какие-то вот именно вирусные заболевания могут быть. Ну, сейчас сезоны гриппов, простуд начинаются, поэтому берегите себя, ребятушки. Так, ну, вроде бы я так посмотрела все аспекты, да, кто и что на пороге. Заключительные, давайте вот несколько карт заключительный. Какой будет период? Какой будет период ближайший? Период перемен к лучшему, да, вот если вы были одиноким, да, считали себя одиноким отшельником, далее вы почувствуете себя реально вот сильным, мужественным победителем, да, у вас голова будет занята совершенно другим, заботами о новой женщине, да, вот как развивать эти отношения, может быть, кому-то подзаработать нужно будет, кому-то ремонт сделать, кому-то еще что-то, то есть вы переключитесь с негативных мыслей уже на более позитивные. Период влюбленности начнется, период, с одной стороны, это будет и более активный период, но с другой стороны, это какой-то, вот знаете, период внутреннего спокойствия, какой-то гармонии, что ли, особенно когда появится эта женщина. Вот это будет такой период гармонии, о котором уже, наверное, вы многие позабыли просто-напросто, потому что суета, стрессы, но это никуда не девалось из вашей жизни. А эта новая женщина, она настолько привнесет в вашу жизнь какого-то вот умиротворения, да, вот гармонии, спокойствия и любви, о котором вы только мечтаете. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!